Всем добрый день. Спасибо, что пришли, что нашли время присоединиться к нам. Меня зовут Олег. Я software-девелопер в Smart Business, и сегодня вам расскажу немножко о импорте данных в систему Dynamics 365 for Finance and Operations, и при импорте буду использовать MS-Flow. На повестке дня что у нас будет? Мы будем использовать Data Package API для импорта с MS-Flow, мы будем использовать Recurring Integration API с MS-Flow. Также покажу вам коннекторы, которые есть к семерке уже в MS-Flow, через UDATA можно использовать их. Поговорим о плюсах-минусах этих подходов и одно небольшое демо по проекту, который мы недавно делали. Собственно, мы начнем, а там будет видно. Перед началом, по поводу MS-Flow. Если вы еще с ним не работали, то в двух словах следующее. Это такой визуальный конструктор с некими элементами логики, довольно-таки простой для понимания. Основная какая его цель — это автоматизация какого-то там рабочего процесса, выполняемых действий, однообразных. Также большой плюс является то, что эта штука дружит со всеми, практически со всеми сущностями Microsoft, которые доступны, то есть у него есть специальные обработчики, либо коннекторы к ним, то есть удобно использовать в одной среде. Суть того, что мы будем делать, импорт, который будем производить, в двух словах общая схема, то есть нам необходимо будет авторизоваться в Axapti, получить токен, запустить специальный пост-запрос с этим токеном, собственно, который и запустит импорт нашего там пакета либо файла, который мы передадим. Потом пойдем в Axapti, посмотрим данные. Импортировать будем одну простую сущность как группы кастомеров, и вторая чуть посложнее, это будет у нас Invoice Journal, то есть шапка и строки. Посмотрим, как это работает с разными API, как это работает через Flow. Первое, что сделаем, это через Data Package API. Необходимые, так сказать, вводные — это файл правильного формата, который мы должны заранее подготовить, вернее, сам пакет собрать. Создать наше flow, получить авторизацию и, собственно, запустить импорт. Сейчас покажу поэтапно, как мы будем это делать. Первое, если вы ранее не получали сам пакет, я вам покажу один способ, я им часто пользуюсь. Я создаю просто обычный проект на экспорт. Добавляю сюда сущность, которую хочу импортировать, в этом случае экспортировать, посмотрим. И ничего не делаю, нажимаю Download. И я получил, собственно, тот пакет, который система сгенерила, и тот файлик, который, правильного формата, который я должен заполнить. Сейчас. Этот файл я и буду заполнять и отправлять этим пакетом в систему. То есть таким образом мы получили пакет правильного формата, то есть нам не надо особо думать над этим больше. Так, это за ненадобностью мы удалим. После того, как мы подготовили, мы переходим непосредственно в наш flow. И сейчас покажу простой пример. Значит, первое, что необходимо для запуска flow, это какой-то триггер. Триггером может быть разные события, которые наступают, либо там отправка письма, либо вы можете настроить на получение, на то, что файл появляется у вас на OneDrive, либо вы его выкладываете на OneDrive. Масса других коннекторов, которые есть. Сейчас для примера буду использовать обычно по нажатию кнопки, то есть ручной запуск. Далее, после того, как мы выбрали триггер, через который будет срабатывать flow, мы идем по цепочке событий, которые должны наступать. Для начала, как я показывал ранее, мы должны пройти авторизацию. Авторизацию мы проходим по HTTP, то есть выбираем событие, которое у нас будет следовать после триггера, HTTP, то HTTP.
Вот. Здесь довольно-таки простая форма для заполнения. Выбираем по запрос. Куда-то все пропало. Повторим. Выбираем события, которые мы будем делать. Вот. Что-то у меня тут не получается. Вылетает браузер. Давайте попробую в другом браузере. Есть бесплатная оплата этой подписки, она разнится только количеством запусков этого флоу и периодичностью его запуска. То есть тут бесплатная версия, там, по-моему, раз в 15 минут он может его запускать, если на автомате он стоит, то есть он слушает. Там, Там два ограничения: и по количеству, и по времени срабатывания триггера. Попробуй на своем ноутбуке через RDP не подключен. Да, может лучше Explorer. Сейчас заодно все браузеры протестим. Да. Edge. Я думал, что да. Можно и так. А я вот на пальцах покажу. Можно еще вопрос? Да. Триггеры нельзя программировать, то есть нет какого-то там, типа Azure Function, да, то есть мы можем выбрать, написать там какой-то скрипт на Python. То есть это только какой-то набор уже предоставленный триггеров. Да, на самом деле, как бы касательно триггеров, там именно список. То есть ты сам этот триггер написать, я не встречал такой штуки. То есть, Не знаю, скрипт, да, то есть какой-то. да, то есть ты когда делаешь триггер, он тебе вываливает
он тебе отображает весь список как бы того, что доступно. Вот. На самом деле, то, что я посмотрел, даже триггеров, по-моему, у нас как в SAPT нет. То есть у нас есть события уже. Значит, мы что сейчас делаем? Мы сейчас будем авторизироваться. Вот. Мы это делаем через пост-запрос. У нас есть специальный URL для авторизации. Вот. Здесь вы видите, как формируется сам HTTP запрос. Мы указываем метод, мы указываем адресную строку. Теперь мы собираем хедер и будем формировать body этого запроса. Вот. Строка в body у нас содержит ID Client Secret. Это те вещи, которые мы получаем через Azure Active Directory. После того, как мы отправили пост-запрос для авторизации, собственно, нам придет ответ. Ответ будет в формате JSON. Здесь во Flow есть хорошая вещь, называется JSON парсер. То есть мы можем получить этот ответ и как бы его развернуть и забрать необходимые переменные. Переменная, которая нам там нужна будет, это, собственно, есть наш токен, который мы хотим получить и с помощью которого дальше работать. Здесь у нас представлено контент, то есть то, что мы будем передавать в следующий шаг. Справа отображаются все шаги и доступные из них выходы. Ну, вернее, не выходы, а аутпуты. Вот, то есть, как бы ответом на наш предыдущий шаг будет забираем тело ответа. Вот, и здесь мы должны предоставить JSON-схему, по которой он, собственно, ее будет как бы парсить и забирать нужные данные. То есть вот здесь есть отличная вещь, которая от сведенного JSON дает нам схему. У меня уже есть, так сказать, ответ, который примерно будет. Я его... С него сейчас схему и получу. Вот, сформировалась схема по JSON. Далее нам необходимо теперь запустить наш, собственно, пакет на импорт в Axapto. То есть следующий шаг, мы тоже должны сформировать пост-запрос и отправить его в нашу систему. Выбираем метод post. Вот. Мы будем обращаться на специальный URL для импорта через package.jp. Вот сейчас покажу вам, из чего состоит этот URL. Собственно, здесь у нас идет, так сказать, адрес нашей Axapto. А вот эта вот часть — это обращение к этому API. Вот. Мы формируем такой запрос. Сейчас соберем хедер к нему, в принципе, по большому счету. Ну, в хедере довольно-таки много разных параметров. Некоторые из них дефолтовые, вот, некоторые обязательные. Ну, к примеру, так. И перейдем, собственно, к одному из важных параметров этого хедера, то бишь авторизация. Наша авторизация. Строка авторизации в хедере она состоит из слова barrier и, собственно, нашего access токена. Вот. И здесь очень помогает вот это вот окно, которое показывает нам предыдущие шаги и дополнительные переменные. Вот. И здесь мы видим предыдущий шаг, parse токен, и вот он, согласно схеме, нам показывает переменные, которые содержатся в ответе. Мы можем забрать наш access токен оттуда в виде переменной.
и добавить его в наш запрос. Так. Вопрос или? Да, спасибо. Нет, не надо. Спасибо большое. Да, стопроцентное зрение. Теперь будем формировать тело нашего запроса, который мы будем отправлять в систему. В принципе, это тоже JSON. Он состоит из, сейчас вам покажу, каких блоков. Значит, мы должны передать URL нашего пакета, где лежит подготовленный ранее пакет. Я положил в Azure в блок, поэтому я передаю сюда открытую ссылку. Дальше мы указываем group definition. Это имя проекта, который будет в системе, увидите. Вот. Далее тоже важные параметры, как execute и override. То есть execute сразу отправим на выполнение, и override, если он встретится с таким же именем, он перезапишет то, что внутри этого проекта. Так, значит, сам run import. Почему я детально не останавливаюсь на всех составляющих этого? Потому что есть 137-й SmartTalks Димы, вот, где он очень детально описывал, как управлять этими API из приложений Fiddler и там, дополнительных предложений с адресной строки. Здесь я больше хочу рассказать, как это можно автоматизировать с помощью Flow. Допустим, так. Вот, ну, вот такой вот, как бы, очень простой flow. Сохраним его. Проверим на всякий случай, что у нас ничего нет в Axapti из того, что мы будем импортировать. Просто для того, чтобы вы поняли, что я вас не обманываю. А оно на самом деле появится. Смотрим здесь список проектов. Здесь этого проекта нет. Выполнения тоже его нет. Вот. И формочка. Формочка Customer Groups у нас содержит вот эти 4 записи. Вот, собственно, запускаем наш flow. Зеленой галочкой понятно, что событие отработано правильно. Извините. Вот, что еще, пока мы не перейдем в Axapti, то есть, что еще интересно хотел показать. Flow сохраняет у себя в истории все запуски, которые были. И интересно то, что вот можно открыть какой-то блок, у него есть инпуты, есть аутпуты. То есть он также здесь показывает, что было в ответе на каждый из шагов. То есть мы можем посмотреть, и вот такой вот ответ, например, да, нам сгенерил запуск постзапроса для импорта. То есть здесь все доступно во Flow, и это как бы хранится какой-то историей. То есть вы в свои запуски можете смотреть, какие переменные там были, какие использовались. Это очень удобно. Так, ну идем в нашу формочку. Вот, появилась запись. Появилась запись, как бы хорошо. Сейчас мы ее удалим, чтобы она не мешала. Еще, что хотел показать, сейчас вы увидите, так сказать, следы в Data Management. И вот появился проект, с которым именем мы назвали его. Вот здесь вот, Execution ID, которое нам пришло во Flow. То есть по этому Execution ID можно получать статус, ну, то есть дальше раскручивать это в Flow, мониторить отработку этого импорта, ну и, соответственно, что-либо делать. Вот давайте сейчас вам продемонстрирую один из своих Flow, который чуть больше
блоков содержит, скажем так. То есть, что здесь? Я тоже точно так же запускаю его мануально, добавляю переменную. Есть возможность использовать переменные внутри flow. То есть, ну, как везде, сначала идет блок инициализации переменных, затем мы можем как бы давать им какие-либо значения, переопределять и работать с ними. То есть здесь я использую переменную просто статус строково для того, чтобы понять, прошел мой импорт или нет. Также опять формирую авторизацию, получаю токен, запускаю импорт. Вот. Угу. Здесь запускаю импорт, и в ответ я забираю execution ID. Это тот ID, вот этот, который автоматически генерится. Вот. И по этому execution ID, к примеру, я дальше забираю статус. То есть тоже по запросам есть специальная команда, Дмитрий не рассказывал, можно забрать этот статус. И этот статус, например, присвоить в переменную внутри flow. Дальше я делаю такой цикл, пока статус не succeed в течение определенного времени, которое я задаю. Вот, я опрашиваю постоянно этот статус. Вот, проходит тайм-лимит, который я указал, и в зависимости, если статус у нас succeed, отправим письмо, например, мне, о том, что все хорошо. Если он еще не succeed, то есть не успешен пока еще, то есть другой статус, да, то в принципе я могу забрать URL summary page, то есть с процесса импорта, точно так же по схеме JSON вытащить этот URL и, например, отправить себе письмо, либо кому-то, да, с этим URL, что я могу зайти в Axapto и посмотреть, как идет импорт. Вот. Сейчас позвольте немножко его изменить. Все пакеты, которые я подготовил для импорта, их положил в ажур, свой боб. То есть так удобно. В принципе, можно его класть в любой удобный способ, который есть коннектор к UMS Flow. Здесь, вот, к примеру, вот этот пакет, который мы будем тоже опять Customer Group. Сейчас запущу этот флоу и посмотрим на результат в почте. Угу. Как видите, здесь еще идет процесс выполнения цикла, который опрашивает статус. Цикл завершен. И я получил письмо, в котором передал себе ссылку и на execution процесс в системе. Вот, то есть мы попали по ссылке на процесс, который, в принципе, нам доступен точно так же из Data Management Framework, но здесь как бы удобно в плане того, что вы можете сформировать этот пакет, может быть, каким-то образом куда-либо его положить, отправить, либо принять. Точно так отработает flow автоматом, данные появятся в системе, вы к себе на почту получите, например, ссылку, где вы можете посмотреть, что все в порядке, либо не в порядке, в зависимости от результата. Сейчас еще интересную вещь покажу. Также, если мы это все видели с простой entity, то есть с простой сущностью, то попробуем сейчас импортировать более сложную, то есть шапку строки, через композитную data entity. Пакет, который заранее приготовил. Вот такого формата будет у нас
файлик, то есть у нас есть шапка журнала, и у нас есть его вложенная строка. Вот это мы сейчас точно так же через flow отправим в Excel. Напоминаю, мы сейчас тестируем Data Package API с композитной Data Entity через flow. То есть сложную структуру пытаемся отправить в виде пакета. Немного подождем. Закончился цикл. Ну, собственно, проверим почту. Пришло еще одно письмо с ссылкой. Давайте проверим. Вот что интересно. И здесь мы получили fail. То есть в данном случае мы не смогли заимпортировать этот пакет. И даже если мы попробуем посмотреть стейджинг, то он говорит, что не существует вообще такого проекта, и, допустим, мы даже не можем посмотреть нормальный execution log, он отображает его не как композитную сущность, а как одну сущность. Вот такая вот ошибка возникает. Это я пробовал со всеми композитными entity через этот API, то есть данную ошибку пока не решил, не нашел никакого фикса для нее, хотя есть вариант, как это обойти. Сейчас я вам покажу. Мы помним вот эти параметры execution, да, true. Сейчас мы его поменяем на false. Что это значит? Это значит, что будет создан проект, но он не будет запущен. Сейчас я вам покажу в системе. Давайте этот проект удалим сюда. Вот, мы изменили параметр execution false, передаем тот же пакет со сложной структурой. Возникла ошибка. Кто-то догадывается, почему? Дима. Да, абсолютно верно. Так как мы создали пакет в системе, но не запустили на выполнение, мы не можем получить execution ID, потому что его не существует. Поэтому flow зафейлился. Но в любом случае у нас появился пакет в системе. Если уже отсюда мы нажмем Run и импорт, о чудо, случилось. Данные в системе. В принципе, можем посмотреть. Создался журнал со строкой, то, что я туда отправлял. Давайте удалим. Вот таким вот образом можно использовать Data Package API вместе с flow. Основное что? Основное то, что как бы является триггером для flow. И, собственно, где находится пакет, который вы будете импортировать. Так как мы говорим об импорте пакета, то мы должны дать вообще доступный URL этого пакета zip, который будем импортировать. В принципе, довольно-таки удобно. Также, что хотелось бы сказать, что
пока композитный Entity через него импортировать не удается. Надеемся, скоро это исправится. Что мы будем делать дальше? Дальше мы попробуем плюс-минус то же самое сделать, но сделать это через Recurrent Integration API. Это еще одно API для импорта данных. По логике своей оно несколько похоже на Data Package API, но работает несколько по-другому. Здесь требуется больше настроек в самой системе, вот, но оно менее прихотливо, как на мой взгляд, для импорта. Потому что оно может импортировать как сами файлы, так и пакеты, что, собственно, удобно. Также оно, в принципе, довольно-таки удобно балансирует нагрузку. Если здесь мы запустили пакет и сразу отправили на выполнение, и он сразу импортируется, то здесь мы можем сделать такой мониторинг внутри Axapta с каким-то периодом времени, оно будет набирать эти пакеты, потом блоком их импортировать. Перейдем к системе. Здесь я вам покажу уже ранее заготовленный импорт. Вот, ну, в принципе, логика у нас с вами простая. Мы должны авторизироваться, мы должны забрать токен, чтобы его использовать при обращении к API. Здесь я еще добавил вот getBob-content, то есть я беру сам файлик, который лежит уже в блобе. Здесь может быть любой коннектор. Например, файлик может приходить по почте, файлик может лежать на OneDrive, где угодно. У вас есть к нему коннект через flow, забрали файлик. Вот. Далее по самой структуре Recurring Integration API у нас идет адресная строка нашего инстанса, дальше API, коннектор enqueue, специальный код Recurrent Data Job, я вам покажу, где это, как его создавать, и Public Name Entity, через которую мы пытаемся положить данные в Axapta. Обратите внимание, что оно должно быть именно вот со спецсимволами, то есть если пробел, то это вот этот символ используем. Вот. Также мы указываем компанию, в которую будем импортировать. А само тело запроса мы отправляем в файл, который мы забрали на шаге ранее здесь. Мы забрали файл и отправляем его как body, как стрим в Axapta. Что же касается пары шагов по настройке данного Integration API, мы обязательно должны создать проект. Давайте я вам с самого начала покажу. Мы создаем проект на импорт. Выбираем сущность, либо пакет, либо сущность, которую мы будем импортировать. Ну, в данном случае будет проще через пакет. Вот. Дальше мы должны создать Recurrent Data Job, то есть это тот job, который будет слушать очередь и импортировать эти пакеты. Мы вот здесь выставляем необходимые параметры, то есть как часто он будет это делать, например, раз в минуту. Мы его называем. Вот. И здесь мы прописываем наш Client ID, который мы получаем через Azure Active Directory. То есть это вот этот вот Client ID. Вот здесь. Это те ID, которые мы добавляем в приложение и аутентифицируем их через Azure. Вот это мы вот сюда вводим. Вот я сейчас вам покажу. Такой джобик я уже проект по нему создал. Закладка Manage Recurrent Data Job. Он у нас включен. Вот мой Client ID. А вот этот ID, по которому будем обращаться к нашему DataJob, чтобы импортировать.
Вот. Вот это ID, который мы используем в URL. Что здесь интересно? Первое, мы отправляем файл, не пакет, а именно файл. Вот, и мы отправляем композитную сущность, то есть сложную структуру. Сохраняем, запускаем, отправляем. Отрабатываем мгновенно, потому что, в принципе, он просто отправляет этот файл в очередь в Axapto. Вот. И сейчас мы можем, в принципе, получить сообщение. В этой очереди видим, что мы сейчас, ну как, оно находится в очереди. Ежеминутно прослушивает те пакеты, что есть, импортирует. Немножко подождем. Сменился статус в процессе. То есть наступил тот момент, когда сработала прослушка очереди, и сейчас импортируется наш файлик. Файлик обработан. Идем в нашу форму. Мы получили то, что хотели. Надо будет почистить журнал. Вот, то бишь, через это API можно импортировать и файлы, и также можно импортировать, получается, сложные сущности. Вот. Это хорошо. Следующее, что хотел еще показать, это те коннекторы, которые есть во Flow. В принципе, насколько мы знаем, по дате у нас доступны только простые entity, не композитные, потому что у композитных нет там public name. То есть они, если по простой строке, они недоступны. То же самое происходит с вот этим дата-коннектором, который есть у нас во Flow. Сейчас я вам покажу, о чем я говорю. Мы попробуем сделать. Поток. Обращаемся. Вот. И те вещи, ну, те события, которые доступны. Это там, например, возьмем создание записи. Здесь мы выбираем наш инстанс. Вот. И entity name. Здесь у нас будет как раз список тех entity, которые у нас доступны. Да. Да, вопрос был, откуда берется вот этот вот список инстансов. Он берется из коннектора, который привязан к твоей учетной записи. Твоя учетная запись привязана в LCS, там, где развернута Axapto. Понял? Ну, тут есть у нас коннекторы к моей учетной записи, которые тут есть Blob-коннектор, то есть со своей учеткой я захожу к файловой системе. Вот как Axapto. То есть здесь я создаю коннектор, авторизируюсь, он понимает по домену, что я как бы свой, и через него я уже работаю. Собственно, с теми же правами, которые есть для этого пользователя в Axapto. То есть вы можете настроить фо от другого пользователя, например, с меньшими правами, либо с какими-то другими правами доступа на какой-то модуль. Так, вернемся к тому, что я хотел показать.
Я не слышу. Берем, к примеру, создание рекорда. Да. Не знаешь, свои события можно создавать? Или ты об этом говоришь? Вопрос был относительно триггерных событий. Ну, то есть сейчас... Так. Даже не события, а действия. То есть сейчас действие create record. Да. Могу ли я свое действие создать тоже в рамках Dynamics 365 for Finance and Operations и зарегистрировать его в Flow? Вопрос был, может ли пользователь сам создавать действия какие-либо и их регистрировать во Flow. То есть здесь схема следующая. Ты можешь создать Flow и его пошарить всем остальным, чтобы пользовались, но создать свое кастомное действие я не встречал, и, по всей видимости, его нельзя, потому что... Нет ли какого-то маркетплейса, на котором эти действия продаются? Громче, я прошу прощения. Ну вот вариант. Можно сделать, да, ажур-функцию, да, ее добавить через кастомный коннект и вызывать, собственно, это тебе будет дополнительное действие. Ну, такой обходной маневр, да. Ну да. Вот. Что я здесь хотел показать? Я здесь хотел показать о том, что если мы попробуем импортировать нашу сущность как Vendor Invoice Journal, то мы, к сожалению, здесь не увидим. Мы увидим здесь только хедеры и лайны, как простые сущности. То есть он по одному разу создает одну запись простой сущности. Если мы выбираем нашу entity, то есть то, через что мы будем импортировать, мы получаем как бы список обязательных полей, либо разворачиваем, получаем список всех полей в нашей структуре этой entity, которую мы обязательно должны заполнить, либо можем заполнить. Вот. То есть если мы, к примеру, да, там выберем какой-то лайны, вот, то мы увидим намного больше полей. То есть это все поля из таблички. То есть он создает вот такую вот запись в Accept. Где-то на верхнем шаге взять из файла, разложить по переменным и сюда подставить. Да, сорвались с языка, абсолютно верно. Я это хотел продемонстрировать, каким образом можно все-таки создавать структуру шапки-строки через простые entity, через flow. Для этого я еще буду использовать Excel-обработчик, который здесь есть. К примеру, вот сейчас вам продемонстрирую. Вот такой вот, образно говоря, вот такой вот файлик Excel, да, в котором у нас могут содержаться там строки и шапка. Вот. Что мы должны сделать перед тем, как отдать этот Excel во Flow? Мы должны обязательно, ему сделать вот здесь insert table. Так как я уже сделал, не отображается. Вот. Вот. То есть в этой table есть имя. Мы задаем это имя. Именно по вот этому Flow понимает, какие данные из Excel вы хотите обрабатывать. Вот. То есть вы можете вот файл ему отдать, но вырезать из него именно кусок этой таблицы, именно это он будет обрабатывать. Что еще интересно, как он это обрабатывает? Он обрабатывает это по row ID, то, что он сам добавляет, когда файлик уже забрал. Вот здесь такая система. Прошу прощения. Вот. Он сам автоматически к концу этой таблички добавляет айдишники. И по ним он уже работает внутри себя. То есть мы, когда файл отправляем, мы не думаем о том, как он будет его обрабатывать. Нам единственное надо дать область, которую он будет обрабатывать, то есть выделить ее в таблицу.
Давайте я вам покажу пример. Здесь я добавил несколько других переменных, так как файлик у меня содержит два журнала по 11 строк каждый. Вот, то есть здесь у меня будет формирование этого хедера, переменная, которая показывает мне, надо ли делать новый журнал, либо создавать линию в существующем журнале. Это вот блок переменных. Вот. Дальше обработчик Excel, о котором я говорил. Опять-таки мы... Не-не, это говорю сейчас про переменные. То есть я создал себе вот, имя журнала переменную, чтобы ее передавать дальше. Надо ли создавать или не надо создавать новый журнал. То есть там в файле есть специальные поля, по которым я определяю, эта линия принадлежит этому журналу, либо эта линия будет принадлежать другому журналу. То есть это ряд переменных, которые нужны мне дальше для логики. Вот. Также я, получается, беру данный файлик, и вот видите, table1, то, что я показывал, и fall сразу, когда я подтягиваю ему файлик, он понимает, он его видит и распарсивает, и видит эту таблицу. То есть тот объем данных, с кем он будет работать. Вот. ID-шники он создает сам. То есть, когда ему вот сюда, к этому коннектору Excel-овскому, даю Excel-овскую таблицу, в которой я выделил зону и сказал, что это таблица, вот, после этого он ее обрабатывает и добавляет поле с ID-шниками сам. Я насчет этого вообще как бы не думаю, он сам за меня это думает. Вот, соответственно, как бы модуль применить каждой записи, цикл применить каждой записи. Я получаю список того, с чем я буду работать. Вот. И дальше я иду по каждой записи, то бишь делаю команду getRow, файл, таблица и вот этот row ID, который он создает сам на предыдущем этапе, когда мы ему дали файл, он его создал. То есть это как бы такой универсальный ключ, к которому мы обращаемся, и он возвращает всю строку из этой таблицы. Сейчас еще хочу показать, как он интересно на самом деле с ним работает. Вот у нас окошко динамических переменных. Смотрите, он когда взял getRows, предыдущий этап, вот, он увидел эту таблицу и он сформировал уже переменную с названием колонки. То бишь, еще на этапе, даже когда перед тем, как мы запустили и так далее, мы только дали ему файл, он уже как бы понимает, что мы можем у него забрать, какую переменную. То есть он уже таблицу расчертил, выдает по линии, и можно каждую, грубо говоря, ячейку забрать из этого файлика. Ну, собственно, я здесь делаю проверку, проверяю, надо создавать, не надо создавать шапку, и обращаюсь к entity, создаю шапку. Вот. Далее, в ответ на это, на запрос создать шапку, мы получаем в ответ саму эту строку. То есть Axapta отвечает обратно по дате с переменными из этой строки шапки. Собственно, здесь я этим пользуюсь и забираю номер журнала, следующий номер журнала, который сгенерировал Axapta. Собственно, то, без чего я не могу создать линию, это ее номер. Сейчас я вам покажу доступные переменные. Вот этот наш шаг по созданию шапки, и здесь вот эти переменные доступны для дальнейшего использования. То есть я забираю отсюда номер журнала и, в принципе, иду дальше. Вот. Проверяю на принадлежность к хедеру. Если мы еще находимся в этом же журнале, то я обращаюсь к обычной entity по созданию линии и передаю сюда номер этого журнала, который я только что создал. Вот. Если же нет, у меня тут вторая ветка, в которой я тогда меняю журнал, то есть создаю новый журнал и передаю его номер дальше линию. И так запускается цикл для каждой строчки Excel. Вот. Файлик вы видели, сейчас запустим наш flow. Смотрим, что у нас.
получится. Вот. Забрал файл и запустил цикл. Ну, как видите, он сразу показывает, что 22 записи, то есть он понял, что там 22 строки, и он сейчас по ним идет. Немного подождем. В принципе, так как он создает по одной записи, то мы можем сразу это видеть в системе. Вот создалось 2 журнала. Открываем. Вот наши линии. Ну, сейчас. Во, все обработал. Вот смотри, теперь, что интересно, как вообще с этим удобно работать. Есть история запусков, я уже говорил. Вот, ну, в принципе, сейчас для того, чтобы не быть голословным, покажу инпуты и отпуты. Вот, это мы обращались по созданию шапки, передавали имя журнала и компанию, то есть обязательные поля для создания. Вот, что мы получили в ответ? Мы получили эту же строку в формате JSON, откуда мы можем забрать эти переменные. То есть, если мы посмотрим на саму строку, когда создаем, вот он уже здесь показывает, какой он присвоил ей номер, и вот он ее нам отдает в ответ. То есть, если нам дальше надо какая-то обработка этой строки, вот у нас все есть данные из вновь созданной строки. Вот, ну, такой вот, скажем так, обход по импорту сложной сущности через простые entity. Мы наконец-то дошли плюс-минус к концу нашей презентации. Я понимаю, что, может быть, некоторые устали. В 2 словах о плюсах-минусах, которые есть. По первому примеру, когда мы отправляли пакет, как по мне, то единственный, может быть, минус то, что это пакет. Не всегда удобно формировать сам пакет zip-файл. По второму, когда мы создавали recurring data job, который прослушивал периодически пакеты либо файлы из очереди, то есть здесь больше настроек в системе. Если в других подходах их не было, в принципе, никаких настроек, то здесь необходимо создать проект, необходимо настроить recurring data job, ну, то есть есть ряд настроек в системе. По последнему, в принципе, вообще мы ничего не настраивали в системе, мы обращались к нашему инстансу по доступным data entity, которые у него есть, вот, создавали записи в табличках. Ну, в любом случае, например, если брать третий пример от первых 2, то там мы отправляли, оно отрабатывало, и как могло отрабатывать в баще, оно отрабатывало через staging table. И, в принципе, у нас полный пакет, который мы импортились, он мог зафейлиться, мы могли зайти в Axapto, поправить какие-то данные, сделать там реимпорт и так далее, то при вот этом вот коннекторе, который через MSFO, он сразу идет в базу и создает запись. К примеру, если бы наш процесс импорта вот с этими 2 журналами зафейлился, то мне пришлось бы вручную идти и вычищать предыдущие строки, потому что они уже были сгенерены в Axapto. Вот. Да, пожалуйста. Нельзя ли во Flow сделать обработку этой ошибки? Есть так называемые обработчики ошибки. Вот. Если мы зайдем в режим редактирования, к примеру, вон, конфигур run after. И здесь мы выбираем возможное ответвление в случае какого-либо исхода. Можно сделать обработку этой ошибки и удалить автоматически те строки, которые нам не нужны? Теоретически, да. Ну, это как бы больше будет сам flow, ну, более запутаннее. Например, ну, так как здесь, как видишь, ну, мало практически какого-либо программирования, о чем мы говорим, да, здесь инструмент автоматизации и...
Ну, в любом случае, да, ты здесь все создаешь сам. Ну, то есть, как бы можешь... По последнему пункту хотел бы вам рассказать, так сказать, о кейсе, который недавно был, в силу чего со всем этим познакомился и в силу чего узнал много чего нового о MSFlow и других сущностях. Запущу свой флоу. Значит, сам кейс следующий. У клиента есть необходимость импортировать данные из третьей системы в Axapta. Данные он получает в виде Excel-файла непонятного формата, который в себе внутри содержит журнал строки, который внутри содержит эти журналы строки разбиты по разным компаниям, также содержит внутри разные структуры счетов для разных компаний. Вот. Что делалось? Ранее человек руками просто брал этот excel-овский файл, глазами это все искал, вбивал данные в Axapta, тратил время, мог допускать какие-то ошибки. Вот. Что было предложено? Было предложено следующее. Мы предлагаем отправить этот excel-овский файл на определенный электронный адрес, подождать несколько минут, пока импорт произойдет. После этого человек получал ссылку, где он мог зайти, посмотреть на эти журналы, уже полностью положенные в систему, то есть он мог их проверить, подправить, разнести и так далее. Вот. То есть мы убрали первое, мы убрали полностью человеческий фактор, который мог привести к ошибке при наборе тех же аналитик. Вот. Мы сэкономили несколько часов времени работы, и это все мы сделали автоматизированно. То есть можно настроить было выгрузку, этот файлик, отправку и так далее. То есть человек вообще работая просто получал письмо о том, что типа, данные в Axapta, иди проверь. Вот. Как, собственно, это работало. Сейчас я вам покажу файл, который, в принципе, обрабатывался. Вот такой вот файл. Здесь просто визуально разделил, что вот одна компания, вот другая внутри него. Здесь сложный набор аналитик, который набирается из ряда колонок. Для каждой компании он свой. Вот такой вот файлик. Вот этот вот файлик мы с вами сейчас отправим в Axapta. По моему опыту это где-то занимало порядка там 4-5 минут. То есть, что показать? Флоу я покажу попозже. Значит, сначала весь процесс. Ну, то есть в данном случае я просто отправляю сам себе и флоу настроил на прослушивание своего почтового адреса при приходе этого файла. В принципе, можем это даже последить со флоу. Вот. И тут есть история, как я говорил, где он запустился 20 секунд назад. То есть это предыдущие запуски, это вот текущие показывают, что он ранен. Пока в наш флоу раннинг, я бы хотел, пользуясь случаем, предложить несколько полезных ссылок. Все те API, о которых я говорил, они есть вот по этой ссылке, это SmartTalks. Дмитрия, в котором он детально рассказывает, как это построено, какие команды, каким образом получать ответы, следить за статусом и так далее. Вот, поэтому, в принципе, очень рекомендую его посмотреть. Удобная вещь, особенно когда вы используете либо дополнительное приложение, либо через Flow. То есть вы можете таким образом общаться с Axapta. Вот, очень просто. И максимально это автоматизировать. Можно построить Flow на экспорт.
точно так же как бы будут запускаться, давать запросы, файл выкладывать куда вам надо. То есть в принципе не будет практически никакой работы со стороны человека. Так, давайте проверим. Вот пришло письмо, где мне сообщается о том, что в такую компанию журнал с таким-то дескрипшеном импортирован. И ссылка, где я могу это проверить. Вот, как видим, вот это журнал, дескрипшеном. Открываем все линии, также аналитики, все здесь полностью нормально. Так, как вы помните, мы импортировали в 2 компании. Планирую получить еще второе письмо. Вот второе письмо пришло. Идем в другую компанию. Смотрим. Вот description с датой и временем импорта. Тоже строки, аналитики, группы, все есть. Как выглядит это флоу? Здесь, в принципе, у нас не обошлось без небольшой магии. Магия заключалась в том, что коллега помог написать ажур-функцию, которая парсила Excel-ку и формировала XML из него. Ну, это нюансы. Значит, триггерное событие. Спасибо, кстати, да, за этот скрипт. Триггерное событие — это получение письма. Вот, настроен на мой электронный адрес, на мою папку. Дальше у меня есть статус, компания и description. Эти переменные, которые я использую дальше во flow. При получении письма создаю в блобе, кладу этот файлик в блоб, то есть создаю блоб с этим файликом. Вот имя файла, и это имя блоба, и контент, ну то есть тут стрим этого файла показан. Вот. Дальше у меня идет запуск, собственно, самой ажур-функции, которая обращается к этому блобу, берет файлик, делает необходимые изменения с ним, дает мне description. Вот дальше процесс, который вы уже сегодня видели несколько раз, аутентификация, токен. Обращаюсь к блобу, где лежат файлики, уже подготовленные для импорта, которые функция сделала. Вот, дальше для каждого из файликов, который там лежит, запускаю getBlob content, то есть забирает сам этот файлик, и запускаю recurring integration API, которая позволяет мне передать имя компании, в которой я буду это делать, имя data entity, ну и, собственно, сам файл, который уже лежит в ажуре. Далее я забираю статус по импорту, то есть у меня есть данные из Data Management фреймворка, я могу по ним проверять статус. И, в принципе, я делаю опрос статуса, пока файлик он импортируется или он не заимпортирован. Если он заимпортирован, здесь добавляю условия, вот, то отправляю как бы письмо с ссылкой, с дескрипшеном, со всем, что файлик уже заимпортирован, и вы можете посмотреть. Ну, если нет, то другой description, что подождите еще немного, и придет процесс импорта. Вот такой вот приятный был опыт создания и облегчения человеческого труда. В принципе, у меня все. Если есть вопросы, готов ответить. Да, пожалуйста. Разработка такого флоу явно процесс не быстрый, то есть имеет смысл только для импорта, ну, скажем, регулярных данных, да, из каких-то внешних систем. Для одноразовой загрузки каких-то данных этот механизм использовать, наверное, нерационально. Ну да, вопрос заключается в том, что для разового, да. Одноразовый импорт данных там из какой-то другой. Абсолютно верно. Сам принцип этого флоу и вообще использование его заключается в автоматизации какого-то постоянного повторяющегося действия, какого-то процесс флоу.
То есть, чтобы не руками это делать, если вы постоянно это делаете, если, ну, как в данном случае было, я не помню, там они раз в несколько дней делали выгрузку и руками это вносили, ну, не очень удобно. Для одного раза можно создать, ну, самому набрать этот файлик, и быстрее будет его загрузить вручную, если, как бы, конечно, это... Объем большой файл. Нет, да, ну, речь полный, идет, да, допустим, да, о разворачивании системы, переносе, начиная там сальдо на конец года по счетам до там нескольких десятков справочников, там и клиенты, и... Есть, ну, там надо смотреть Допустим, все-таки... переносе там из 1С при переходе из 1С к боксам. Нужно импортировать достаточно большие объемы данных. Но одноразово и, скажем так, каждый файл разной структуры. В режиме конструктора нет, можно настроить файл на разных частях, но в режиме конструктора заседание постоянно. Ну, в принципе, сам импорт вы можете настроить в виде фо, но как бы для одноразовой акции, ну, бессмысленно, как по мне, просто. Все. Спасибо. На этом спасибо. Да, спасибо вам.